Здравствуйте, меня зовут Николай Иванов. Продолжаем историю про орнаменты. И сегодня хочу рассказать об одном орнаменте, который связан с войной. Основу изображения этого орнаментального мотива составляют оружие, да, какие-то военные символы, предметы, связанные с победителями и сообщающие о побежденных. Этот орнамент имеет несколько наименований, в зависимости от смысла, да, который закладываются называющим его. Он имеет имя трофеи, когда с его помощью акцентируется победа над врагом, демонстрируются захваченные военные доспехи, там, флаги, оружие. Именно таким словом в античности и называлось дерево, с которого спиливались сучья, да, ну или столб, и вот на это дерево или столб вешались панцирь, броня, щиты. В текстах Вергилия в этом смысле это слово и употребляется. Вначале как ствол дерева, обвешанный оружием. Повергнутых и взятых в плен врагов иногда привязывали к трофею. Вот здесь на столбе висят 4 щита, а рядом находятся связанные пленники. Затем, да, исторически, этот столб стал служить памятником, возведенным прямо на поле боя. Это действие, этот процесс обвешивания столба оружием у Горация и Овидия соответствует этапу победы, да, триумфа. Трофей воздвигается торжественным образом, сигнализируя о победе в войне, в битве. К трофеям могли добавить название побежденных врагов, войск, написать имя победителя, как вот здесь, например, указание на Рим через SPQR, разместить на трофее захваченные флаги, штандарты. Впоследствии установка трофеев была перенесена с полей сражений в города, где они увековечивали уже надолго победы. Столбы становились зданиями или какими-то такими вот сооружениями, вот как здесь, например, на этом снимке изображен трофей, вне его реконструкция 109 года в честь победы Трояна над даками. На территории современной Румынии находится это сооружение. Скажу еще об одном истоке трофея, как орнамента. Это выкладки оружейных коллекций, которые повлияли на развитие орнаментальной схемы. Да, обратите внимание на группирование в этих коллекциях, да, в развешивании их предметов, да, как выглядит визуально вот боевое и парадное оружие, как они сочетаются друг с другом. С XVI века слово «трофей» вытаскивается из античности, реанимируется и активно начинает использоваться в орнаменталистике. И обозначая, да, вот соответствующий эффект, да, от победы. И вот это становится опять популярным. Этот орнамент могут назвать еще и арматурой, если с его помощью подчеркивается военная мощь, да, страна пытается как-то себя прославить, да, зафиксировав и с помощью орнамента, да, вот военный триумф, победные свои действия какие-то. Вот постамент Вандомской колонны в Париже 1810 года. В милитаристское такое громыхающее победное повествование здесь включены штандарты, пушки, мушкеты, клинки, панцири, мундиры, духовые трубы, да, барабаны. Причем они современные, да, соответствующие времени производства этой колонны. Но чаще на современность изображаемого оружия в трофеях внимания не обращается. Потому что арматурный орнамент античного происхождения по традиции и военная амуниция в орнаменте обычно сохраняется та древняя, 2000-летняя, да, с незначительными вкраплениями современного оружия, да, и современных доспехов. Вот, например, идеальный образ того, как может и должен выглядеть античный воин.
Картина примерно того же времени, 1814 года. И вот такое его снаряжение, такое оружие переносится и на современный ему трофейный орнамент. Для описания объединенных этим орнаментом предметов реже, но может использоваться и слово латинского корня лигатура, обозначающее связь, пучок вещей, соединенных лентой, да, веревкой, цепью, вот как здесь. Да, вот это французская лигатура конца XVIII века. В центре ее щит с головой медузы Горгоны, за щитом, да, перекрещенные копья, меч, древки с флагами, кисти, лавровый венок, и все это привязано крупным узлом, да, драпировки. Близко к этому слову стоит и совсем редко употребляемое обозначение этого орнамента с античным же корнем – ликторские связки. Вот здесь друг на друге находятся колчан, книги, арфа и флейта, да, лавровые ветви, но ключевой предмет – это фасция. Ликторские связки происходят от слова «ликтор». Это был чиновник, да, в Древнем Риме, который исполнял распоряжения, да, охранял закон, участвовал в парадах. Ликторы носили вот фасции, которые наклонялись в момент оглашения закона, и ликторы подтверждали таким образом, что с помощью фасции они будут этот закон блюсти. Фасции стали символом, да, государственности и исполнения закона, и успешно вошли в орнаментальный строй. Фасции – это вот такие чехлы из прутьев, скрепленные там ремнями, ремешками, шнуром каким-то, в который засовывался топорик, иногда специфическим образом, да, связанный, и который, будучи двусторонним, да, назывался лабрисом. Лабрисы тоже становятся частью арматурного орнамента. Совсем уж редко, почти никогда. Этот орнамент может называться и тирсом, если в нем выделяется вот посох или вот жезл тирс, да, вот на который все это нанизывается, вся эта амуниция. Композиция арматуры состоит из предметов вооружения, как я сказал уже, античного воина. Это панцирь, щит, шлем. На фоне скрещенных предметов наступательного вооружения копья, мечи, пики, топорики, используются военные знаки, да, какие-то орлы, фасции, ликторские значки. Иногда включаются в арматуру знамена, факелы. Вот здесь над щитом два перекрещенных факела, лавровые, дубовые, оливковые венки победы, каждый венок за свою. Орлы победы, трубы, литавры, барабаны, бубны, флейты, которые должны были звонко, триумфально, громко, парадно оповещать о триумфе, о победе. Ленты могли включаться, лошади, упряжь, целые колесницы. Может быть запечатлена, да, в трофейном строе и сама сцена баталии, где представлены даже участники битвы со своим оружием, как здесь. К оформлению трофея привлекаются и самые сильные и грозные животные, птицы и даже фантастические существа, которые сражаются в битве, нормально это так, в мифах, и в искусство поэтому легко переходят. И они тоже являются грозным оружием. Это лев, вот здесь, или вот здесь, орел, который, вот, например, на этом снимке держит в лапах хорнукопии, да, это рога изобилия. Горгоньон, да, голова медузы Горгоны, которая обращает человека в камень. Может участвовать и сфинкс, да, убивающий тех, кто не разгадает то, что нужно разгадать. Или могут быть вплетены в орнаментальный строй совсем уж неопознаваемые зубастые существа, вот как тут. Трофей, орнамент трофей символизирует воинскую доблесть.
является способом визуальной пропаганды. Он популярен в авторитарных режимах, которые ведут войны, в которых главенствуют силовые структуры, рассуждающие о значимости победы, государства, закона, нации, захватнических операций, объединения народов, имперской гордости, далеких походов военных. Победа для этого орнамента – основной источник вдохновения. Орнамент является составляющим элементом языка пропаганды. А вот, например, советский трофей, а вот турецкий, Османской империи. Авторитарно, тоталитарно ориентированные воюющие режимы легче всего визуально обращаются и заимствуют, подкрепляются в своем строе классицизмом и неоклассицистическими стилями. Орнамент распространен, трофейный, конечно, и в маньеризме, и в Ренессансе. Вот как здесь на подвязках, которые держат львиные головы, висят перекрещенный топорик, жезл, шлем, или вот на ленте панцирь и колчан со стрелами. Но особенно популярна была военная арматура в ампире, то есть в стиле рубежа 18-19 веков во Франции, Европе. Вот в этой спинке трона Наполеона размещены перекрещенные полководческие жезлы. В обивке этого кресла крылья орла и молнии Зевса, а в полукруге навершия лавровый венок победителя. Здесь опять вот к ампирному трофейному слою добавляется шлем и императорская накидка. А здесь спинка стула собрана, ампирного стула, собрана из колчана с луком и стрелами, а в царге столешницы вот этой консоли находятся перекрещенные копья, знамена, мечи, щиты, шлем на тирсе. Трофеи были заимствованы и русским ампиром. Страна, победившая Наполеона, не могла об этом не сообщать долго, до середины XIX века. И вот здесь, в Петербурге, есть такое изображение, где трофей представлен набором обмундирования, снаряжения, каких-то государственных атрибутов. Проявился трофей звучно и в сталинском ампире, когда Советский Союз трубил о победе над нацизмом в середине прошлого века. К античным венкам, щитам, лентам добавляются эмблемы победившего государства. Звезда, серп с молотом, или вот марширующие, идущие на войну, или марширующие на параде солдаты. Теперь пару слов о способах представления и разворачивания формы трофея. Орнамент близок к античным изображениям на надгробных плитах, когда на них вырезались предметы умершего воина, свидетельствующие о его успехах, статусе, да и просто жизни. Здесь, вот, например, панцирь, шлем, защитные щитки для ног, боевые топоры, 3 венка победителя, скребок, стриги для мытья, предметы гигиены, какие-то личные вещи. Потихоньку такие адресные изображения воинского облачения, вот щиты с клетками, лошадиная броня, переходят от рассказа о конкретном человеке к, собственно, трофею, который более многозначен, наделен историей гордости за одержанную победу. Вот панцирь с копьем. Это уже новый этап. Трофеи сохраняются на надгробиях, тем не менее. В случае оформления эпитафии военачальники усложняются в своей программе. Вот 16 век, эпитафия, и здесь добавлены пушки, ядра. Способ выкладки арматуры различен. Он основной, это вертикальная выкладка, организованная вокруг опоры трофея. Близка к ней и пирамидальная, в которой трофеи как-то отцентрированы. Или трофеи могут быть изображены без опоры, друг на друге. И здесь предметы и участники битвы висят,
друг над дружкой. Или они расположены лентой, горизонтальной лентой, или отходят от изображения того лица, чей триумф воспевается. Композиция может быть не спадающей, в нем предметы соединяются лентой, прикрепленной к кольцу, или предметы могут быть объединены пучками, да, смысловыми пучками. Или плотно, вот как здесь, коврово заполнять пространство хаотичным образом, как будто набиваясь в банку, да, но каждый из предметов все равно можно, он очень удачно развернут, разглядеть и идентифицировать. Ленты трофея могут координироваться, как-то, да, согласовываться с соседними орнаментальными заполнениями, вот как здесь. Несмотря на свои многоформенные, неопределенные, угловатые очертания, трофей вписывается и в круг, как вот в этих итальянских майоличных тарелках, может и ограничиваться двумя окружностями, как вот здесь на бортах этих блюд. Пучок арматуры можно организовать таким образом, что она будет выкладываться в сложные формы, да, вот, например, кессонов, да, совершенно неопределенные. Визуально арматура может работать и трамплеем, да, то есть обманкой, где выполненная в росписи, да, имитирует нишу, заполненную трофеями. Эта схема оказалась настолько заманчивой, что к ней обратились, чтобы описывать какой-либо феномен, которым стоит гордиться, о котором стоит вспоминать, мечтать о нем, раскладывать его на составляющие элементы, демонстрируя самые эффектные стороны этого явления. И это важный переворот в самой идее трофея. Мастера, вот, например, архитектор Франсуа Бландель с 17 века стали проговаривать, что трофею войны надо противопоставить трофей в изобразительном искусстве, трофей мира, развлечений, науки, охоты, рыболовства, театра. И таким образом трофейная арматура расползается как спрут на, например, охотничьи трофеи. Здесь в трофейной связке охотничье ружье, тушки зайца, птицы, охотничий рожок, пороховница, плюс это еще заметны грабли, предметы, связанные с урожаем, колосья, фрукты, ягоды, виноград, сосуд для вина. Вот на этом изображении охотничьи сетки, корзина для птицы, голова убитого кабана, ружья и стрелы для охоты. Трофеи могут быть епископскими или литургическими. От трофея войны здесь сохраняются топоры, копья, булавы на цепях, дубины, но есть и епископские тиары, части одежд священника, патир, кадила, книги, свечи. Вот на этой связке крест, свечи, клетка мощевика, возможно, это клетка мощевика, колокольчик, извещающий о начале службы. Вот на еще одной ламбри из монастыря Нормандии изображен венок, на кресте имя Христа, патир и тарели для причастия, водосвятная чаша, кувшины. Трофеи могут быть музыкальные и танцевальные, искусств. Да. Для оформления, например, музыкального зала в орнаментацию плетены скрипка со смычком, духовые инструменты, кастаньеты, ленты и головные уборы для танца. Здесь вот есть арфа, музыкальный треугольник, танцевальные туфли рядом с кастаньетами. На тулове этой вазы изображены бубен, дудочка авлас, музыкальные раздваивающиеся, музыкальные тарелки и ленты с погремушками. А на этом ламбре связки флейт. Трофей здесь служит для оформления праздника, где считывается то, что на нем присутствует, да, помимо людей, конечно. Вино, фрукты, музыка и танцы, и веселье. Все это обнимается весельем. Есть трофеи научного познания. Вот здесь, например, видны астрономические инструменты,
инженерные какие-то молоточки. Есть трофеи 4 сторон света, да, географические. Эти стороны света где-то там находятся далеко, и их можно посетить, конечно, если есть возможности. И Европа обозначена вот лошадью на щите, Африка верблюдом, и дополняется рассказ об Африке, да, изображением благовония и убором Османской империи. Америка крокодил, да, Азия слон. Рядом с этими изображениями расположены трофеи, увитые рассказом о благоденствии, процветании, торговле, и это читается через кадуцей Меркурия. Рога изобилия здесь тоже присутствуют, которые сообщают о товарном изобилии и вообще непрерывной материальной благодати. Вот щит, сделанный во Франции после походов Наполеона на север Африки. И здесь к верблюду добавляются тамошние африканские клинки в ножнах, кисти, которые могут быть, наверное, частью позумента какого-то. Есть еще и морские трофеи. Они рассказывают про покорение моря или близость моря. И в них присутствует, в этих трофеях, изображенный дельфин или трезубец Нептуна. Есть рустикальные, да, сельскохозяйственные трофеи, которые на себе несут изображения предметов, вещей, да, каких-то объектов, которые человек может получать от природы, да, продукты сельского хозяйства. Есть здесь и корзинки для сбора ягод, фруктов, сноп какой-то травяной, летняя шляпа, грабли, возможно, даже тут мухоловка есть рядом вот с тирсом, посохи вот дальше. Есть трофей торговли и промышленности, и тогда в него включаются предметы, производство и продажа которых позволили кому-то благосостояться. Подводя итог, скажу, что в орнаментике трофей оказался одной из самых удобных визуальных схем, которая сообщает о триумфе, подвигах, победе, славит, да, позволяет хвастаться, заявлять о полученных богатствах, добродетелях или просто фиксировать бурный праздник жизни.